Окна очень хорошие защитой от детей. Входящий не видит вот этого разноцветного шума. Дверь, которая запланирована быть тайной. Сейчас я вас проведу по стройке, которая реализуется по дизайн-проекту, который я сдала клиентам пару месяцев назад. Заходя в квартиру, попадаешь в прихожую и по левой руке встречаешь груду хранения. Хранение для одежды, хранение для обуви, хранение для всяких мелочей, зеркало и пуфик. А по правую руку здесь такой кубик из реек. Рейки скрывают скрытые вешалки, и еще рейки скрывают дверь, которая запланирована быть тайной. В одной из реек мы сделаем такую фрезу, куда можно будет вставить пальцы и открыть эту дверь, заходя в гостевой санузел. То есть входящий в квартиру не сразу сообразит, что здесь есть какой-то вход в санузел. Окна очень хорошие, деревянно-алюминиевые, с деревянным подоконником и защитой от детей. Что это такое? То есть ручка в обычном состоянии, когда мы поворачиваем вот так ее в бок, она как бы окно открывает, но здесь она открывается на проветривание. А чтобы открыть настежь окно и помыть его, например, нужно поворачивать ручку и поворачивать ключ. И тогда вот так вот это окно открывается. Но можно, в принципе, вообще вытащить ключ и спрятать его от детей. Это еще одна зона гостиной, столовая зона. И на фоне стола будут располагаться рейки, такие же, как в коридоре. А по углам здесь будут полки, которые эти углы немножко срезают и создают такой немножко обнимательный уголок. Интерьер как бы обнимает всех сидящих за столом. Здесь будет зона кухни, но чтобы ее облегчить, все пеналы, все высокие конструкции, холодильник, духовой шкаф, который удобно открывать на высоте пояса, все они размещены вот с этой стороны. А вот тут уже будет такая легкая конструкция из бара и не тяжелые верхние шкафчики, которые не так грузят интерьер, как, например, вот такие вот высокие пеналы. Здесь запланирован кухонный гарнитур и основная рабочая зона. При этом на фартуке запланировано сверху хранение. Мне очень нравится такое решение, мне кажется, оно очень удобно. И по этой стороне будет диван. И что здесь объединяет весь этот интерьер? Это форма, которая должна создавать единение. Вот это такая перетекающая какая-то штука, которая читается на люстрах, на картинах и создает ощущение единства и целостности пространства. Двери в пенал, которые я очень нежно люблю, и если нет возможности поставить дверь распашного открывания, то второе решение, которое приходит на ум, обычно это вот такая вот дверь в пенал. Если есть возможность, если стена не несущая, то очень удобно ставить такие двери, потому что они экономят пространство. И при этом вы должны помнить, что вот такие пеналы устанавливаются до возведения стен. То есть в косметический ремонт вы как бы вписать такие штуки не можете. Это только какие-то капитальные вещи. И вот здесь вы видите эту конструкцию еще не прикрытой и обнаженной. Но уже поставили дверь. Строители будут это все обшивать. Вот. И будет вообще такое впечатление стены, как будто дверь исчезает в этой стене. Я сейчас стою в ванне. И вот здесь вот у меня запланированы полки для хранения каких-то вещей. Причем, обратите внимание, очень удобно. Входящий не видит вот этого разноцветного шума. Я вообще против того, чтобы в ванной, в интерьере было много разноцветных бутылочек. Поэтому по возможности я всегда стараюсь их прятать. Вот я даже манифест придумала, в Инстаграме выложила. Кстати, вот мой Инстаграм. Подписывайтесь. В общем, здесь все хранение вот этих разноцветных бутылочек будет спрятано от глаз и будет доступно только моющемуся в душе. Над этим санузлом я достаточно долго думала, как бы здесь красиво эту геометрию все строить в это пространство, потому что здесь, не все получалось идеально. Потом, когда я уже выбрала коллекцию плитки, я набросала эскиз. Потом уже была визуализация этого санузла, и вот сейчас он реализуется, что приятно. Плитка уже приехала на объект. Вот здесь вот на этих стенах размещена рельефная плитка. Запомните, если у вас какая-нибудь красивая рельефная плитка, то самым лучшим решением будет ее подсветить сбоку, чтобы этот рельеф подчеркнуть.
Здесь она подчеркивается с разных плоскостей, с разных направлений, и будет очень хорошо виден вот этот вот красивый рельеф. И еще здесь будет использована плитка с имитацией дерева. Очень хорошая имитация. Вообще сейчас очень много керамогранита, который прекрасно имитирует дерево. И если бы не температура и не вот этот звон, то от дерева было бы вообще не отличить эту плитку. Это помещение постирочное. Здесь запланировано размещение стиральной и сушильной машинки, сушки белья и хранение некоторых видов бытовой химии. Это детская комната. Здесь на входе по бокам от двери запланировано хранение. И дверь изначально в проекте должна была быть до потолка. Но заказчики боялись немножко не попасть, потому что там есть свои нюансы по высоте стяжки, по высоте потолка. И есть риск небольшой несостыковки. Поэтому заказали просто высокие двери 2,30. И обратите внимание, как это здорово меняет пространство. И вот в такой проем высокий проходить уже гораздо приятнее, чем в обычной стандартной 2 метра. По этой стене и над диваном кусочек запланирована тоже такая фреска, которая будет немножко флиртовать с люстрой. Есть такие общие формы, которые играют друг с другом. Вот. Ну и здесь уже дальше рабочая зона и зона отдыха ребенка. А это спальня заказчиков. Мастер-спальня. Здесь будет находиться пуфик, туалетный столик, зеркало. И вот тут вот подсветка, для нее специально есть ниша. А вот на этой стене за изголовьем кровати и на противоположной стене, где будет телевизор, располагается вот такая вот фреска с облаками. И эта фреска нанесена на флизелиновые обои, специально художниками, которые там сидят, эти большие полотна расписывают. В общем, это огромное производство, там очень красиво. И все это в подпевку вот к люстре, которая будет располагаться над кроватью. В мастер-спальне есть 3 зоны. Первая зона – это, собственно, основная зона отдыха. Вторая зона – это зона хранения вещей гардеробной. А эта зона, третья, здесь находится небольшой кабинет заказчика. Изначально, когда мы впервые встретились с клиентами и начали обсуждать планировочные решения, заказчик очень сильно хотел, чтобы его рабочее пространство было в гостиной. Это, кстати, очень частая ситуация, когда люди привыкли жить каким-то определенным образом. Они привыкли, что, например, в гостиной у них есть отдельный какой-нибудь уголок с компьютером, где их никто не трогает, и на другое уже просто они не могут переключиться. Когда мы уже начали обсуждать планировочные решения, и заказчик, который прям очень уверенно настаивал на решении, что ему необходим рабочий стол в гостиной, он уже смягчился, уже увидел варианты, и ему уже гораздо больше понравилась вот такая вот изолированная зона с рабочим столом, где его никто не будет трогать. И, конечно, утвержден был вот этот вариант. И еще одна зона – это зона хранения вещей, гардеробная при спальне. На этом все. Напишите, какая из идей вам особенно понравилась, и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем дизайн!